Всем привет! Сегодня вообще будем мутить такую тему, что вы просто офигеете. Сегодня расскажу про массивы. Массивы это вообще самый топ. Самая главная вообще вещь, одна из самых главных и необходимых в любом языке программирования, везде. Где-то они называются коллекциями, как в Python. Но вообще поработаем сегодня с массивами. Расскажу самые частые используемые мной команды, какие функции использую, что делаю. Сначала запущу сервер в этой же папочке, где буду работать. Запусти локальный сервер и не парюсь. Открою через Sublime текст. Уже закрою лишние файлики. Мне не нужны. Я тут какую-то фигню, дичь писал какую-то. Создадим массив. Очень просто. Пусть будет массив называться users, пользователи. Массив можно создать либо словом вот так, либо просто квадратные скобки и все. Происходит инициализация массива. Мы сразу же запишем в него какие-то параметры. Пусть будет у нас user Дима, Вася, пес и какой-нибудь газ. Пусть будет называться газ. ОМОН и собака. Пойдет. Нормальные имена. Первое, что нужно, посмотрим. Как выведется массив. Повторим. Ввод массива. Эта функция будет вводить массив. Также мы можем сделать вот так. Wordump. Это выведет массив с типами данных. Сейчас я покажу. Вот видите, сохранил. Перехожу. Это у нас старый файлик. Но так как у нас в другой директории теперь этот порт открыт, то у нас сейчас будет другой совершенно информации выведется. Вот видите, вывелось массив, string, что-то сломалось, правда. Плохо вывелось еще раз. Опа. Так. Что-то все сдохло. Что-то я не доглядел. Вот, смотрите. Видите, у нас до этого просто вводился массив. Но сейчас сравним, давайте, допустим. Сравниваем. Вот, видите. Так, сейчас, секунду. Сделаю перенос строки. Вот, строка, видите, в первом случае у нас просто вывелся массив, во втором еще тип данных приписывается. Строка и количество элементов в строке. Теперь мы будем вводить массив построчно и как-нибудь выведем еще и симпатично это чуть-чуть. Будем использовать функцию, называется forEach. Самая используемая функция это вот forEach, я думаю. Что она делает? Переводится как for для h каждого. Для каждого элемента из этого массива она будет вводить элемент. Причем не просто элемент, вот который value значение, но еще и ключ к нему. Ключ доступа. Вот этот вот ключ. Сейчас я покажу, как вывести. Здесь мы просто напишем, скопируем вот эту функцию, которая выводит просто в браузер, либо в консоль данные. И напишем следующее. Оставим, пусть br будет. Возьмем value, поставим value и нажмем точку. Это будет соединять наши параметры, так сказать, символы. Склеим, потом возьмем еще key, тоже склеим. Поставим еще точку, и между двумя точками сделаем следующее. Вот так и выведем. Бац, видите, вывелся ключ и значение. Вот оно. Ключ, значение, просто тут перенос не поставил. Вот, видите, ключ, значение. Вот оно. Ключ, значение. Просто тут перенос не поставил. Вот, видите, ключ, значение. Вот оно. Ключ, значение. Просто тут перенос не поставил. Вот оно. Ключ, значение. Просто тут перенос не поставил. Вот оно. Ключ, значение. Просто тут перенос не поставил. Вот оно. Ключ, значение. Просто тут перенос не поставил. Вот оно. Ключ, значение. Просто тут перенос не поставил. Вот оно. Ключ, значение. Просто тут перенос не поставил. Вот оно. Ключ, значение. Просто тут перенос не поставил. Вот оно. Ключ, значение. Просто тут перенос не поставил. Вот оно. Ключ, значение. Просто тут перенос не поставил. Вот оно. Ключ, значение. Просто тут перенос не поставил. Вот оно. Ключ, значение. Просто тут перенос не поставил. Вот оно. Ключ, значение. Просто тут перенос не поставил. Вот оно. Ключ, значение. Просто тут перенос не поставил. Вот оно. Ключ, значение. Просто тут перенос не поставил. Вот оно. Ключ, значение.
Вот все. Вот, видите, ключ значения вводит. Также тот же самый массив мы можем вывести еще другим образом. Напишем for. Этот массив нам говорит, что следующее. Какой тут синтаксис? Объявляем переменную и задаем какое-то значение. Ну, можно даже не объявлять здесь переменную. Не обязательно. Она будет какое-то действие выполнять до вот этого условия, пока true. Пока условие, можно сказать, истина выдает правду. Грубо говоря, как если из математики, вот это как функции там строили, то же самое. Математика постоянно используется. Аналогию, вот если проводить. Я потом даже покажу вам, как можно создать двумерный график, как функции написать, чтобы они так выводились как двумерный график. Сейчас, смотрите, берем users, ставим массив, это у нас. Нам нужно, пока и у нас равно нулю, нам нужно выполнять какое-то действие, пока вот это истина, и меньше чего-то, но она не может быть меньше массива. Поэтому мы выполним следующее. Нам нужно получить количество элементов этого массива. Для этого мы воспользуемся функцией count. Она будет считать количество массивов, автоматически возвращает количество элементов в массиве. И после каждого действия будем увеличить и на единицу, так сказать. И когда и будет больше, перестанет быть меньше, чем количество вот этих элементов, то вывод прекратится. Делаем следующее. Удаляем. Что-то я все время без этого. Вы можете просто повторять, если не особо понимаете. А потом поймете. Тут, в принципе, главная практика. И вот, видите, у нас получилось секунду. Тут просто и. У нас же ключ, здесь ключ. Можно по аналогии даже написать. Кей, кей, кей и кей. Кей и кей. И вывести. Вот, абсолютно то же самое получилось, видите? Также можем. Так. Сделаем следующее. Возьмем эхо. В скобках напишем вот так. h1 пусть будет. Так. Array for refor. А здесь напишем array for each. Бам. Гляньте, что получилось. Я забыл просто закрыть эту дичь. Бам. Видите, что получается? Все очень красиво. Также есть и другие самые популярные способы. Одни из самых популярных способов работы с массивом — это вот while или do while. Тот же самый принцип. Пока условие верно, выполняется, делается какое-то действие. Допустим, запишем, пусть будет у нас переменная i равная нулю. Возьмем ее. После выполнения каждого действия мы будем просто ее, допустим, увеличивать на единицу. А здесь напишем эхо. Допустим, пусть будет у нас так. Выводим, делаем действие, допустим, вот, и нормально. Вот так и выведем, чтобы вы посмотрели, как это работает. Та-та-та-та, сейчас, секундочку, что-то я, видимо,
умер, что ли, у меня? Так, он у меня умер. Да, синтаксис. Я забыл поставить условия, вписать. Поэтому он умер. Скрипт. Сейчас, секунду. Прогрузится и оживет. Нет, лучше его надо проще сразу остановить. О, видите? Я его оживил. Вот, видите, действие 0, 2 и так далее. А если сделаем так, то ровно 10 раз будет у нас действие делать. Таким способом можно вводить и делать кучу действий. Если вы посмотрите на любой сайт, там куча повторяющихся элементов есть каких-то, допустим, те же сообщения. Это там есть какой-то шаблон определенный и куча данных, которые постоянно выводятся циклами. Сейчас, секунду, остановлю сервер локальный и перезагружу его, чтобы он не вис так. Опа. Что-то зависает. Ну ладно, фиг с ним. Так, ладно, это нам уже больше не нужно. Можем, чтобы не выводить на экран, мы можем закомментировать. Комментируется следующим образом. Либо двумя слэшами, и все, что здесь написано, не выводится. Либо, чтобы много строк сразу закомментировать, можно использовать такой синтаксис. Слэш решетка, слэш звездочка. Вот. Теперь вывели действие. Так, с циклами мы поработали. Это основные циклы. Еще есть do while. Синтаксис точно такой же будет примерно. Только там идет do, какое-то действие и условия. Вот и все. Получается, сразу выполняем какое-то действие, а потом проверяем. Если истинно, еще раз выполняем. На этом все. На этом все сегодня.